Привет, дорогие зрители! Сегодня приехал на участок для того, чтобы сварить полноценные откатные ворота для въезда машины на свой участок. Варить ворота буду из металла, который остался у меня после забора. Это, как видите, те же самые трубы 60 на 30. Решил новый металл не покупать, потому что не знаю где как, но в Одессе металл подорожал по сравнению с октябрем, когда я закупал металл на забор, практически в 2 раза. Вот эти кусочки труб, которые вы видите, я брал по 57 гривен за метр. Сейчас метр такой трубы стоит 109 гривен. Поэтому из вот таких кусочков с помощью такой же длинной трубы я буду просто наращивать эти кусочки для ворот. Таким образом сэкономлю на металле, но постараюсь, чтобы это не отразилось на качестве. Струбцинками зажимаю кусочки на ровной профильной трубе, чтобы во время сварки металл не повело. Красиво варить я как не умел, так и не умею, но хорошо хоть на качестве это не отражается. Сначала точечно привариваю металл, потом зачищаю болгаркой, смотрю где мало и еще добавляю сварки. Сварил я вот такой длинный кусок трубы из 3 частей. Покажу вам, что получилось. В принципе ровно. Если где-то небольшая погрешность есть, для ворот это вполне приемлемо. И как видите, из вот таких вот всех сваренных из нескольких частей металла я сегодня и буду собирать ворота. Когда делал забор, уже приварил металлический уголок, по которому будут отъезжать ворота. Сами ворота получаются 3 метра 12 сантиметров, потому что внутренняя часть трубки 30 на 30 имеет ровно 3 метра, и плюс еще 2 сбоку по 6 сантиметров труба. Также оставляю вот такие зазоры для того, чтобы приварить своего рода заглушку из металлической полосы, чтобы в ворота не попадала никакая влага. Также точечно сначала привариваю и потом уже обвариваю основательно. На староконном рынке в Одессе купил вот такие ролики. По 200 гривен за штуку отдал, то есть итого 2 ролика 400 гривен. Единственное, что их ширина 40 мм, а ширина моих ворот 30. Поэтому в эти отверстия болты закрутить не получится. Поэтому решено было приваривать их просто на сварку. Тем более, что сам ролик крепится на болте. И если мне нужно будет его снять, открутил болт, перепаковал подшипник и поставил ролик на место. Струбцинки всегда помогают для того, чтобы не попалить себе руки сваркой. Зачищаю все некрасивые швы до гладкости, чтобы после покраски ворота смотрелись красиво. Ну и далее процесс покраски ворот, который, я думаю, в комментариях не нуждается, но обязателен перед тем, как на ворота устанавливать листы профнастила. Также в откатных воротах, как снизу, так и сверху должны быть 2 ролика, которые должны удерживать ворота во время откатывания в вертикальном положении.
Для этого дела я нашел два старых ролика, еще когда у меня был Deo Lanos. Это два ролика кондиционера, ремня кондиционера. Они вполне в нормальном состоянии для ворот. В них я вставляю 12 болты, по-моему, или 10. И буду собирать такую конструкцию, чтобы ворота катались между этими двумя роликами. Внутрь я вставляю шайбу, для того, чтобы болтом я не притянул ролик к самому основанию. И оставляю зазор где-то примерно на сантиметр больше, чем сами ворота, для того, чтобы потом я мог какую-то резинку на эти ролики одеть. Первое время нашел то, что было под рукой, какой-то кусок резины, возьму его то ли на хомут, то ли на проволоку, временно прикручу. Вот такая будет верхушка у этой конструкции. Около 8 мм, может сантиметра осталось. Как раз для того, чтобы внутрь вставить резинку. Также эта конструкция будет как защищать ворота от падения, также и от того, чтобы ворота никакие злоумышленники не могли сковырнуть вверх. То есть ворота будут в эту конструкцию упираться. Вот такая буква Г получилась, которую мне нужно будет вставить в столб моего забора. И она также должна регулироваться по высоте. Снизу ворота будут кататься по тому уголку, а сверху их будет удерживать эти два ролика. Сама труба 40 на 20, а труба столба 60 на 30. Поэтому нужно сделать пропил в этой конструкции для того, чтобы ее можно было регулировать по высоте. В сам столб я вставлю болт, и болтом я буду зажимать эту конструкцию на нужной мне высоте. Вот так временно я примотал резинки, для того, чтобы не шкрябать краску забора. Потом, конечно, сделать все покрасивее. Для толщины просто кусочки металлической полосы отрезал и буду приваривать. Работа работой, а обед по расписанию. Вот такие ворота получились. Вот такой получился каркас ворот. Все хорошо работает. Ролики верхние работают, ролики нижние работают, все катается. Также ворота строго в вертикальном положении. То есть по уровню они идеально повторяют забор и колонну. Воробьи вот только мешали работать. Вот такую скобу приварил на колонне и на самих воротах, чтобы между ними вставлять замок. Очень интересная конструкция получилась и надежная. Продавец заверил, что это самый надежный замок из возможно продаваемых. Также эти петли будут защищать как от открывания ворот, так и от качания из стороны в сторону. Ну и дальше процесс обшивания этих ворот профнастилом в тот же цвет, в цвет забора, графитовый, матовый. Цеплять буду на заклепки, то есть сверлим, вставляем заклепку и заклепочником заклепываем профнастил к каркасу ворот. Заклепки враловский цвет профнастила. Ролики практически скрылись за профнастилом, их с улицы совсем не видно.
Саму колонну немножко пропилил под лист профнастила, чтобы не было щелей. Также снизу никакой щели не получилось. Сбоку вот этот столбик я закрою куском профнастила. Одно только что омрачило мою работу. Покраска профнастила, конечно, оставляет желать лучшего. Слегка прикоснулся кусочком листа к воротам и уже царапина. Ну бог с ним, закрасим потом. Ну и все, друзья, спасибо большое за просмотр. Ворота готовы. Надеюсь, кому-то было полезно видео. Подписывайтесь на мой канал. На этом участке еще будет происходить очень много чего интересного. Всем пока.